Здравствуйте! Вы смотрите канал «Страна для жизни». Мы рассказываем о том, что происходит в стране так, как оно есть, без пропагандистского налета и без сценариев, спущенных сверху. Друзья, с вас лайки и комментарии, а с нас реальные новости. Погнали! На прошлой неделе Сенат США одобрил акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси. Оставалось дождаться, когда документ утвердит Дональд Трамп. И он утвердил. Обновленный акт, напомним, расширяет полномочия президента США по введению санкций в связи с президентскими выборами 2020 года в Беларуси. Подразумевает, что Штаты признают Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не считают Лукашенко избранным лидером Беларуси. Кроме того, не позднее, чем через 4 месяца госсекретарь США и глава национальной разведки должны предоставить доклад об угрозе суверенитету и независимости Беларуси. В нем дадут оценку того, как правительство России использует текущий политический кризис в Беларуси. В трехмесячный срок должен быть предоставлен отчет о финансовом состоянии Лукашенко и его ближайшего окружения. Сколько всего интересного мы узнаем, но стоит признать, что о том, как правительство РФ использует нынешнюю политическую ситуацию в Беларуси, мы уже знаем. Российское издание The Insider опубликовало несколько документов из переписки начальника управления президента России по межрегиональным культурным связям с зарубежными странами, генерала службы внешней разведки РФ Владимира Чернова, которые касаются Беларуси. Из них следует, что в Кремле идет работа с белорусским активом по созданию новой партии с рабочим названием «Право народа», которая будет выступать против Лукашенко, но за интеграцию с Россией. Москва для сохранения влияния в Беларуси планирует создать сеть политических лидеров, структур, ресурсную базу, информационную сеть. В связи с этим разрабатывается стратегия работы в Республике Белоруссия. Республика Белоруссия – это страна, существующая только в головах представителей Кремля и прочих ФСБ. Учредительная программа партии «Право народа» формируется за счет актива из числа экспертов в Беларуси. По информации The Insider, подготовка материалов проходила в сентябре-октябре 2020 года. Тутбай не смог подтвердить достоверность данных документов. Из тех, кто может быть причастен к данной партии, соучредитель бизнес-школы ИПМ Павел Данейко и председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец. Они подтвердили лишь участие в качестве экспертов в круглом столе Центра социально-консервативной политики в формате видеоконференции. При этом они опровергли информацию, что обсуждали создание партии и встречались с кем-либо из администрации президента России. Пока соседние и далекие в географическом плане страны обсуждают политический кризис в Беларуси, те, кто насильственно удерживает власть, делают все возможное для усугубления своего положения и положения белорусов в целом. Главного свидетеля гибели Геннадия Шутова обвинили в покушении на убийство. Александру Кордюкову, находившемуся в трагический вечер 11 августа в Бресте рядом с застреленным Геннадием Шутовым, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Следствие официально окончено, стороны знакомятся с материалами дела. Если Александра признают виновным, ему может грозить даже смертная казнь. Напомним, 19 августа в военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов. Он получил смертельное огнестрельное ранение в голову 11 августа во время разгона протеста в Бресте. Уголовное дело по факту убийства Шутова все еще не завели. Зато появилась уголовка на свидетеля событий Александра Кордюкова. Сестра Александра, Марина, рассказала «Свободе», что за 4 месяца заключения она смогла встретиться с братом всего 1 раз. По ее словам, Кордюков был в шоке, когда узнал, что ему изменили статью, но потом взял себя в руки. Марина считает, что статью для ее брата могли переквалифицировать для того, чтобы полностью оправдать людей, которые стреляли в Геннадия Шутова. В Скиделе задержали 26-летнюю местную жительницу. В середине декабря она оставляла граффити на стенах зданий, остановках и других городских объектах. Известно о 7 подобных случаях. Дома у девушки нашли краски и трафарет, сообщили МВД.
Сюжеты рисунков касались происходящего в стране. Художница изображала аистов, погоню белорусских девушек и даже БЧБ-елочку. И это всего 2 примера за последние из 1000 административных и уголовных дел, которые сшиты белорусскими судьями. Кстати, про них. Сразу 5 судей подали в отставку по собственному желанию. Об этом говорится в указе номер 487 от 24 декабря 2020 года. Иван Костян ушел из суда Центрального района Минска. Он судил Нину Богинскую, Дмитрия Дашкевича, Юрия Губаревича и других, а также присуждал 15 суток Павлу Северинцу. Татьяна Трепашко из Жодинского суда также больше не судья. Известно как минимум о 3 политических судебных процессах, в ходе которых она присуждала демонстрантам по 10 базовых величин и отпускала из СИЗО. Виталий Янюк из Новополоцкого суда. Сведения о политических процессах отсутствуют. Алексей Кисляк из суда Ленинского района города Минска. На его совести Николай Статкевич и Эдуард Пальчис. Алексей Бычко из Минского городского суда. О свежих политических процессах данных нет. Примечательно, что у 2 судей новый контракт начался в этом году, у одного чуть больше года назад, а еще у 2 контракт заканчивался только в 2022 году. Неизвестно, чем мотивировано увольнение судей, но хочется верить, что муками совести. Пока продолжается судилище, свое темное гнусное дельце продолжают делать пропагандисты, которые пока не собираются в отставку, а зарабатывают денежки, продавая честь, совесть и достоинство во всю мощь. В воскресенье на госканале «Беларусь-1» сообщили, что польские спецслужбы шантажом, подкупом и угрозами попытались склонить помощника военного атташе посольства Беларуси к предательству против Родины, обещая ему недвижимость и новую безбедную жизнь в одной из стран Евросоюза. Белорусский дипломат сопротивлялся уговорам до последнего, и тогда его вынудили уехать из Варшавы. Также спецслужбы по заявлению госканала попробовали завербовать проходившего в Польше языковые курсы кадрового офицера. Его попросили стать информатором. В случае отказа грозились наложить запрет на посещение стран ЕС. Офицер доложил о случившемся в Минске, а белорусский МИД отреагировал по обоим инцидентам. Польская сторона свою вину не признала, но попыталась замять скандал. Но не смешно ли? Юрий Караев, экс-глава МВД и помощник народного пересидента, дал интервью одному провластному блогеру. Вот 3 цитаты из тизера. Любой бунтовщик, любой восставший, любой протестун, любой революционер – это сторонник темной силы. Те, кто участвует в восстаниях, революциях, бунтах, это если не слуги его, то по крайней мере сторонники. Участвуя в каких-то смутах, как вы сказали, и волнениях, они невольно за темную сторону, за дьявола. На экскурсию к бойцам Минского ОМОНа из Родошковичей привезли несколько десятков детей-сирот и тех, кого изъяли из семьи и поместили в приют. Им ОМОНовцы дали посидеть в автозаках, а также показали выставку вооружений, на которой были предоставлены пистолеты и гранатометы. Как сказал командир ОМОНа Дмитрий Балаба, милиционеры постарались приложить все усилия, чтобы они, дети, почувствовали себя в хорошей семейной атмосфере, получили яркие впечатления. Дмитрий Балаба пообещал в новогоднюю ночь работать вопреки всему. Тут нужно смотреть. Хочется, чтобы в Новый год люди действительно вошли с прекрасным праздничным настроением. Ну а мы выполним свою работу и обеспечим охрану общественного порядка в новогоднюю ночь, в том числе, несмотря ни на что, несмотря на погодные условия. Сделаем свою работу для того, чтобы нашим гражданам отдыхалось спокойно. В прямом эфире в YouTube в гостях у главного пропагандиста певчего кремлевского соловья встретились одиозные персоны, среди которых отличился пропагандист Russia Today Константин Придыбайло, который назвал белорусов, цитата, «белорусы конкретно тупые люди, политически безграмотные». Белорусы тупые, конкретно тупые люди. Политически безграмотные. Это, пожалуй, все, что надо знать о пропагандистах, нанятых для обеления узурпатора за деньги белорусов.
Главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в своем интервью рассказал всю правду про ситуацию с коронавирусом. Всю ту правду, которую было приказано рассказать. Цитата. «Конечно, рано об этом говорить, но я думаю, что мы уже вышли на стабильный уровень заболеваемости. И в зависимости от того, как пройдут праздничные выходные дни, Новый год, Рождество, можно будет говорить уже о постепенном снижении заболеваемости населения по всей республике». Беларусь подписала контракты на поставку нефти в 2021 году с рядом крупных поставщиков, заявил премьер-министр Роман Головченко в эфире «Беларусь-1». По поставкам нефти в Республику Беларусь идет процесс подписания контрактов с поставщиками. Никакого накала или напряжения нет. Договорились с правительством РФ о том, что не надо складывать все под елочку. С рядом крупных поставщиков уже подписаны соглашения о поставке нефти трубопроводным транспортом в следующем году. С частью еще идут согласования отдельных мелких условий. Пока из телевизора нас пытаются убедить в том, что Беларусь нефтяная держава и что нефти, газа, денег хватит на все и на всех, уже несколько недель в учебном корпусе ЛГК, то есть лингво-гуманитарного колледжа, протекают потолки, из-за чего по всем коридорам стоят ряды ведер, стены мокрые, а в здании воняет плесенью. В некоторых аудиториях нет электричества. Теперь начал обваливаться и потолок. Где гарантия, что под одним из таких кусков не будет сидеть студент? Из-за большого количества затопленных аудиторий, в аудиториях, рассчитанных на 15 студентов, сидят 30 человек. По словам студентов, на вопрос, нет ли другой аудитории, зав. Отделением говорит: мы дождь не заказывали. Ну 10 рубильников нет, волнуешь? Он не работает, потому что затупило, скорее всего, на дна. Будем так, да? На фоне протекающих крыш, растущей нищеты, дефицитного бюджета, огромных долгов по кредитам, Федерация хоккея Беларуси, которую возглавляет Дмитрий Басков, заявила, что Минск продолжает готовиться к чемпионату мира 2021 года. А швейцарское издание «Ватсон» писало, что президент Международной Федерации хоккея Рене Фазель хочет посетить Беларусь, чтобы лично сообщить Лукашенко об отмене чемпионата. По неподтвержденной информации, чемпионат мира 2021 года пройдет либо только в Риге, либо матчи вместе со столицей Латвии примут Прага или Братислава. Ожидается, что место проведения чемпионата будет названо до 11 января. Федерация хоккея Беларуси утверждает, что не получала официальных уведомлений от Международной Федерации хоккея о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Беларуси. Новость эта может показаться незначительной, но для обезумевшего старика, который возомнил себя хоккеистом и испытывает безрассудную любовь к этому виду спорта, подобные новости весьма задевают и приводят к обострению хворей на нервной почве. В Питере белорусов будут штрафовать за то, что пришли с БЧБ к посольству. Около посольства Беларуси в Питере почти 140 дней подряд собираются белорусы. Многие приходят на акции с БЧБ флагами, но с сегодняшнего дня за это будут наказывать штрафами. Об этом сообщил представитель белорусского землячества Артур Грунтов, сославшись на разговор с сотрудником полиции. Он сказал, что штрафы за символику полицейский объяснил 54-м федеральным законом, запрещающим гражданам иностранных государств устраивать митинги на территории России. Цитата. «Я сказал ему, что мы не проводим митинги, на что он ответил, что публичные мероприятия тоже запрещены. А раз мы стоим с флагами и прочей атрибутикой, это можно квалифицировать как публичное мероприятие. Кроме больших флагов, под запрет также попадут маленькие ленточки и значки». Цитата. «Если надо, мы в суде докажем, что ваш значок – это атрибутика». Штраф за БЧБ у посольства – это где-то около 138 рублей. Запрет уже начал действовать. Стоять у белорусского посольства в Питере без символики разрешили бесплатно. Задержанных в Питере за акцию посольства белорусов отпустили. На них составили протоколы за нарушение противоэпидемиологических мер. А закончим фразой знаменитого блогера Юрия Дудя из последнего видео на его канале. «Белорусы, родные, держитесь!» Совсем скоро у нас на канале состоится концерт, новогодний концерт, и уже завтра или послезавтра мы это все анонсируем. Но та информация, которую я могу уже дать вам сейчас, это будет интересно, это будет классно, и вы можете стать частью этого пиршества небольшого для белорусов. Присылайте нам свои видео,
Напоминаю, горизонтальная, где-то длительностью около 15 секунд. Информация будет также в описании. Ждем. На сегодня все. До встречи. Только вместе мы сможем построить страну для жизни. Стоп таракан.